Репетиционный зал должен был быть местом ритма, повторения и спокойной сосредоточенности. Зеркала отражали каждое движение, музыка отдавалась эхом от стен, и все были полностью погружены в рутину, пока в одно мгновение все не изменилось. Один неверный шаг. Одна внезапная пауза. И энергия в зале улетучилась в тишину. Тэхён упал на пол, схватившись за руку, и боль отразилась на его лице. Интенсивная тренировка мгновенно превратилась в панику. Музыка остановилась. Разговоры прекратились. Все взгляды обратились к нему, и по залу прокатилась волна шока. Чингук отреагировал прежде, чем кто-либо успел осознать происходящее. Его выражение лица мгновенно изменилось, от сосредоточенности к неподдельному страху. Он бросился к Тэхёну, повышая голос, двигаясь отчаянно, не в силах скрыть панику, и опустился на колени рядом с ним. Обычное спокойствие между тренировками исчезло, сменившись тревогой и недоверием. Сотрудники поспешно вошли, окружив Тэхёна, который изо всех сил пытался успокоить дыхание. Чингук стоял рядом, наблюдая за каждым движением, каждой реакцией, словно отойти было невозможно. Репетиционный зал, некогда наполненный звуками и движением, теперь казался тяжелым, каждая секунда тянулась дольше предыдущей. Никаких объявлений не было. Никаких объяснений не было. Но в тот момент стало мучительно ясно одно – это была не просто очередная травма на репетиции. Напряжение, страх и реакция Чингука говорили все, что нельзя было выразить словами. И для тех, кто стал свидетелем этого, образ внезапной паники в репетиционном зале невозможно будет забыть. Тэхён упал на пол, схватившись за руку, и боль безошибочно отразилась на его лице. Движение было внезапным, настолько резким, что прервало музыку на полуслове. То, что еще несколько секунд назад было контролируемой, синхронизированной репетицией, мгновенно развалилось. Колонки затихли. Шаги замерли. Все в комнате повернулись к нему, замешательство сменилось тревогой, когда до них дошла реальность ситуации. Чингук отреагировал без колебаний. Выражение его лица мгновенно изменилось, глаза широко раскрыты, дыхание прерывистое, паника явно читалась на его лице. Он бросился к Тэхёну, выкрикивая его имя, и, опустившись на колени рядом с ним, неуверенно держал руки, боясь усилить боль. Обычно спокойный Чингук исчез, его место заняли инстинктивные инстинкты и явный страх, который он не пытался скрыть. Сотрудники быстро окружили Тэхёна и осмотрели его. Инструкции давались тихим, но настойчивым голосом. Тэхён пытался удержаться на ногах, сжав челюсти, явно борясь с болью. Чингук оставался рядом, наблюдая за каждой реакцией, каждым вздохом, словно отступить даже на секунду было невозможно. Репетиционный зал перестал быть местом подготовки, он стал казаться хрупким. Зеркала отражали неподвижные тела, а не движение, и воздух был тяжелым от беспокойства. Никто не говорил громко. Никто не отводил взгляда. В тот момент паника, реакция Чингука и борьба Тэхёна говорили больше, чем любое официальное заявление. Последовавшие минуты показались неестественно долгими. Каждое малейшее движение Тэхёна вызывало у окружающих резкий вздох. Привычный фоновый шум репетиции, счет, музыка, смех полностью исчез. Даже зеркала, казалось, отражали напряжение, витавшее в воздухе. Чингук застыл рядом с ним, не отрывая глаз от лица Тэхёна. Это была такая тишина, которая давит на грудь. Тэхён попытался сесть, едва заметно кивнув, чтобы показать, что он в сознании. Одно только усилие заставило его лицо снова напрячься, боль на мгновение прорвалась сквозь его спокойную оболочку. Чингук тут же наклонился ближе, умоляя его не двигаться слишком сильно. Его голос стал тише, но дрожал от беспокойства. Одна рука зависла возле плеча Тэхёна, не зная, коснуться или отстраниться. Беспокойство было очевидным. Персонал продолжал внимательно осматривать Тэхёна, обмениваясь быстрыми взглядами, которые только усиливали напряжение. Кто-то принес воду, другой расчистил пространство вокруг них. Чингук менял положение только по просьбе, неохотно отступая достаточно далеко, чтобы дать место.
Даже тогда его взгляд оставался прикован к Тэхёну, словно он его охранял. В тот момент их связь казалась уязвимой. Ничто другое в комнате, казалось, не имело значения. Время замедлилось, решения принимались тихо. Репетиция была официально остановлена, хотя никаких объявлений не требовалось. Все уже понимали, что так продолжаться не может. Дыхание Тэхёна постепенно стабилизировалось, но беспокойство не исчезло. Чингук дрожащим голосом выдохнул, проведя рукой по волосам от разочарования и страха. Облегчение и тревога сосуществовали бок о бок. Когда Тэхёну наконец помогли подняться, комната снова затаила дыхание. Чингук оставался рядом, готовый подхватить его, если он дрогнет. Ни камер, ни заявлений, ни объяснений, только тяжесть произошедшего. Репетиционный зал когда-нибудь вернется к рутине. Но воспоминание о той внезапной панике останется. И для тех, кто... Те, кто стал свидетелем этого момента, никогда его не забудут. Когда Тэхёна вели к краю комнаты, каждый его шаг казался размеренным и осторожным. Выражение его лица оставалось спокойным, но напряжение было заметно потому, как напряглись его челюсти. Чингук инстинктивно подстраивался под его темп, оставаясь достаточно близко, чтобы среагировать, если что-то пойдет не так. Никому не нужно было говорить ему, чтобы он замедлился. Его сосредоточенность не отступала ни на секунду. В остальной части комнаты царила необычайная тишина. Никто не тянулся к телефонам. Никто не шептал теории или объяснения. Казалось, все понимали, что этот момент не должен быть шумом или домыслами. Атмосфера была наполнена общим уважением, тяжелым и сдержанным. Зеркало до репетиции отражали беспокойство, а не хореографию. Наконец, Чингук снова заговорил, тихо спросив, может ли Тэхён идти самостоятельно. Вопрос звучал просто, но беспокойство, стоящее за ним, было невозможно не заметить. Тэхён слегка кивнул, коротко ободряюще взглянув на него. Это был едва заметный, почти мимолетный взгляд, но достаточный, чтобы немного успокоить Чингука. Тем не менее, он не отошел. Сотрудники тихо обсуждали дальнейшие шаги, стараясь не нагнетать напряжение. Медицинские осмотры были в приоритете, расписание мгновенно перестраивалось. Тренировки перестали быть актуальными. Чингук внимательно слушал, впитывая каждое слово, каждую инструкцию. Его осанка оставалась напряженной, плечи сжаты от затаенного страха. Адреналин еще не спал. Когда Тэхён сел, Чингук наконец позволил себе дышать ровнее. Он присел неподалеку, локти опирались на колени, глаза все еще искали на лице Тэхёна признаки усиливающейся боли. В его выражении лица все еще читалась тревога, смешанная с облегчением от того, что ситуация не выходит из-под контроля. Это был редкий момент уязвимости. Момент, не предназначенный для всеобщего внимания. В комнате постепенно снова начало происходить движение, но энергия изменилась. Люди ходили тише, говорили тише. Интенсивность прежней тренировки теперь казалась далекой. Чингук почти ничего не замечал за Тэхёном. Его мир сузился до этой единственной точки соприкосновения. Тэхён попытался слегка улыбнуться, явно пытаясь разрядить обстановку. Это сработало, лишь немного. Чингук ответил слабым кивком, сжав губы, словно сдерживая эмоции. Обмен репликами был коротким, но значимым. Он говорил о безмолвном успокоении. О доверии, выстроенном годами. Никаких официальных камер не запечатлели этот момент. Никаких пресс-релизов сразу после этого не последовало. Осталось лишь воспоминание, которое хранили присутствующие. Внезапный переход от рутины к страху повис в воздухе. Репетиционный зал запомнит это, даже если другие никогда об этом не узнают. В конце концов, началась подготовка к тому, чтобы вывести Тэхёна на дальнейшие обследования. Чингук тут же встал, готовый, прежде чем кто-либо попросит. Он остался рядом с Тэхёном, незаметно направляя его рукой, не привлекая внимания. Беспокойство не исчезло, оно просто стало тише. Более сдержанным.
Когда дверь закрылась за ними, репетиционный зал показался им еще более пустым, чем прежде. Не только физически, но и эмоционально. Все понимали, что некоторые моменты оставляют следы глубже, чем синяки. Это был один из них. Напоминание о том, насколько хрупкими могут быть даже самые крепкие танцевальные номера. И еще долго после того, как музыка снова заиграла, эта внезапная паника, выражение лица Чингука, тишина после падения Тэхёна останется незабываемой. Не из-за драматизма, а из-за того, насколько она была реальной. Позже в тот же день репетиционный зал оставался пустым. Свет горел, зеркало не трогали, словно самому пространству нужно было время, чтобы восстановиться. Отсутствие движения ощущалось громче, чем могла бы музыка. Все проходящие мимо инстинктивно замедляли шаг. Комната перестала быть нейтральной. В ней звучало эхо того, что произошло. Новости еще не распространились, но напряжение сохранялось среди тех, кто знал. Разговоры были осторожными, взвешенными, почти нерешительными. Никто не хотел драматизировать инцидент, но и не мог его игнорировать. Это был тот момент, который тихо запечатлевается в памяти. Тот, который всплывает, когда его меньше всего ожидаешь. После этого Чингук необычно молчал. Он внимательно следил за новостями, больше слушая, чем говоря. Каждая деталь имела значение, как себя чувствовал Тэхён, что говорили врачи, что будет дальше. Даже когда его успокаивали, выражение его лица не расслаблялось полностью. Беспокойство укоренилось глубже, чем можно было выразить словами. Тэхён, тем временем, оставался спокойным по-своему. Он преуменьшал боль, успокаивая Тэхёна, где мог. Однако небольшие жесты выдавали напряжение, замедленные движения, более долгие паузы, более тихое дыхание. Те, кто знал его лучше всего, сразу это заметили. Сила не означала отсутствие боли. Когда они наконец снова встретились, не было никакого драматического обмена взглядами. Просто общий взгляд, который говорил все. Облегчение, беспокойство и понимание одновременно. Плечи Чингука слегка расслабились, но его взгляд смягчился. Иногда выживание в моменте важнее объяснений. Последующие дни были другими. Тренировки возобновились осторожно, с осторожностью. Каждый шаг. За ним стали следить внимательнее, каждое движение тщательно проверялось. Беззаботная интенсивность, царившая прежде, сменилась осознанностью. Не страхом, а заботой. Тонкий сдвиг, который могли почувствовать только посвященные. В конце концов, фанаты стали строить предположения, анализировать и выдвигать теории. Это было неизбежно. Но то, что произошло в той комнате, не было связано со слухами или заголовками. Это было связано с инстинктом. С моментом, когда все остальное исчезло, оставив лишь беспокойство о ком-то, кто был важен. Чингук никогда публично не говорил об этом дне. Ему это было не нужно. Его реакция уже все рассказала. Панику нельзя подделать. И такую глубокую заботу тоже нельзя сымитировать. Те, кто это видел, поняли сразу. Тэхён направился, как всегда, с стойкостью и тихой решимостью. И все же память о том падении осталась. Не как травма, а как напоминание. Что даже у силы есть пределы. И что эти пределы часто охраняются другими. В конце концов, репетиционный зал вернулся к музыке, движению и рутине. Но что-то невидимое изменилось. Черта была пересечена, затем мягко перечерчена. И этот момент, затерянный между зеркалами и тишиной, остался, доказательство того, что за каждым выступлением скрывается нечто мучительно человеческое. Время шло, но воспоминание никогда полностью не исчезало. Даже когда расписание заполнялось, а репетиции становились все интенсивнее, в комнате их сопровождало тихое осознание. Каждая разминка казалась более обдуманной. Каждая пауза несла в себе смысл. Репетиционный зал стал чем-то большим, чем просто пространством, он стал свидетелем.
Чингук стал более внимательным, но это проявлялось едва уловимо. Он замечал небольшие изменения, легкие колебания, моменты, которые другие могли бы пропустить. Это не была чрезмерная опека, это был инстинкт, отточенный опытом. Он доверял силе Тэхёна, но также уважал его пределы. Этот баланс говорил о многом. Тэхён, в свою очередь, двигался с новой сосредоточенностью. Не из страха, а с точностью. Каждый шаг казался целенаправленным, уверенным. Инцидент не ослабил его, он обострил его осознанность. Боль напомнила ему о границах его собственного тела, и теперь он прислушивался к ним внимательнее. Иногда, между репетициями хореографии, их взгляды на мгновение встречались в зеркале. Слова не следовали. Они не были нужны. Это была молчаливая проверка, общее понимание, сформированное тем единственным моментом хаоса. Язык, построенный на годах доверия. Персонал тоже тихо адаптировался. Перерывы поощрялись. Бутылки с водой всегда были под рукой. В зале стало безопаснее, а не строже. Забота заменила спешку, не жертвуя дисциплиной. Это изменение было рождено из беспокойства, а не из страха. Позже фанаты описывали сдвиг в энергетике, хотя и не могли назвать его источник. Что-то стало более основательным, более реальным. Выступления приобрели дополнительную глубину, тонкую, эмоциональную, человечную. Как будто что-то невидимое углубилось под поверхностью. То, что происходило в репетиционном зале, не нуждалось в драматизации. Его влияние ощущалось после. В более тихих голосах. В осторожных движениях. В том, как взгляд Чингука задержался на секунду дольше, чем раньше. Тэхён никогда не просил особого отношения. Ему это никогда не было нужно. Уважение к нему было инстинктивным. Заслуженным благодаря стойкости, смирению и тому, как он держался даже в боли. Сила, в конце концов, не проявляется громко. Спустя годы тот день может смешаться с бесчисленными другими. Даты забудутся. Детали смягчатся. Но чувство останется. Внезапная остановка. Прилив страха. Облегчение от выздоровления. Такие моменты не исчезают, они оседают. И где-то между зеркалами и музыкой это воспоминание тихо живет. Не как рана, а как связь. Напоминание о том, что за каждым безупречным выступлением стоят люди, которым не все равно. И иногда именно эта забота имеет наибольшее значение. По мере смены сезонов и прихода и ухода проектов, этот инцидент стал частью невысказанной истории. О нем не упоминали, но он незаметно влиял на решение. Время стало важнее. Отдых перестал быть необязательным. В зале научились терпению, как и люди, которые в нем находились. Лидерские качества Чингука проявлялись в сдержанности. Он подталкивал, когда это было необходимо, и делал паузу, когда это было неуместно. Он внимательно прислушивался к сигналам, которые другие игнорировали. Непрерывность, которая когда-то им двигала, сменилась уравновешенностью. Это была забота, созревшая с опытом. Тэхён двигался вперед со спокойной решимостью. Он снова доверял своему телу, шаг за шагом. Уверенность вернулась не сразу, а искренне. Каждая репетиция восстанавливала нечто более глубокое, чем мышечная память, уверенность, основанную на осознанности. Бывали моменты смеха, легкость возвращалась в пространство. Музыка снова наполняла комнату, полная и громкая. И все же под всем этим жила общая внимательность. Та, которая не прерывает радость, а лишь защищает ее. Баланс был восстановлен. Иногда новый член команды чувствовал это, тихий протокол, настороженные паузы. Никто не объяснял. Они просто следовали. В конце концов, культура постигается путем наблюдения за тем, что важно, когда что-то идет не так. На сцене выступления претерпели тонкий сдвиг. Точность встретилась с теплотой. Интенсивность смягчалась намеренно.
Зрители чувствовали это, даже если не могли это назвать. Подлинность имеет путь выхода за рамки хореографии. Чингук и Тэхён двигались с привычной легкостью, отточенной доверием. Не театрально. Не осторожно. Просто здесь и сейчас. Годы совместного времяпрепровождения сложились во что-то стойкое и настоящее. Если бы их спросили, ни один из них не назвал бы какой-то один день определяющим. Рост редко проявляется таким образом. Он накапливается в паузах, в выборе, в том, как ты реагируешь на неожиданные события. Это был один из таких слоев. Репетиционный зал продолжал быть местом начала. Новые упражнения. Новые вызовы. Новые воспоминания. Но он также хранил тихое обещание, что забота никогда не будет принесена в жертву скорости. Что люди важнее совершенства. И поэтому история не закончилась паникой или болью. Она продолжилась с намерением. С вниманием. С той связью, которая не нуждается в объяснении. В этом зале, между зеркалами и музыкой, они продолжали двигаться вперед, вместе. Иногда моменты, которые меняют все, происходят не на сцене, под ярким светом или оглушительными аплодисментами. Они происходят тихо, между зеркалами, незаконченной музыкой и внезапной паузой. Остается не паника, а забота, инстинкт и связь, которая все объединяет. И долго после окончания практики этот момент остается, невидимый, невысказанный, но никогда не забытый.